Дождь в Сиднее бывает разным. Иногда он приносит долгожданную прохладу после изнуряющего зноя, а иногда лишь усиливает душную тяжелую сырость, от которой шумит в ушах и становится трудно дышать. В тот поздний вечер улочки пригородного района казались совсем пустыми. Фонтанчики брызг от редких проезжающих машин разлетались по мокрому асфальту. А на самом краю тротуара, прямо у глухого бетонного забора, неподвижно сидел пес. Пес не скулил, не дрожал от холода и даже не пытался укрыться под широким козырьком крыши, расположенного неподалеку закрытого магазина. Он просто замер на месте, уткнувшись носом в собственные лапы и уставившись в одну точку на серой мокрой поверхности. Его назвали «боссом». Ему еще не исполнилось и года, по человеческим меркам совсем ребенок, подросток, которому положено отчаянно бегать за футбольным мячиком, грызть старые хозяйские тапочки и нахально требовать вкусняшки прямо со стола. Еще пару недель назад у него была своя стайка, большая семья, которую он искренне считал своим единственным миром. Он защищал свой двор тихим глухим рыком каждый раз, когда у ворот появлялся незнакомец, и отчаянно вилял всем телом, встречая близких у дверей после долгого дня. Он верил этим людям абсолютно, беззаветно и безоговорочно. Но для хозяев пес оказался всего лишь очередной импульсивной покупкой, забавной игрушкой, стильной деталью интерьера или временным развлечением, которое быстро надоело и стало обузой. Когда босс подрос, стал крупнее и начал требовать реального внимания, прогулок и заботы, его просто выставили за дверь, без лишних угрызений совести, без попыток передать в приют, найти новых владельцев или хотя бы дать ему шанс. Его выбросили на улицу, словно негодную, сломанную вещь, у которой закончился срок годности. Когда волонтеры из местной службы спасения животных получили тревожный звонок от обеспокоенного прохожего и приехали на указанное место, перед ними открылась картина, от которой даже у самых бывалых спасателей сжалось сердце. Намокшая, свалявшаяся шерсть, беспомощно опушенная голова и глаза. Глубокие, умные глаза пса, в которых застыла глухая, беспросветная и абсолютная тоска. Жизнерадостную, энергичную и молодую собаку довести до такого состояния невероятно трудно. Для этого нужно сломать не тело, нужно до основания растоптать его дух. Босс сидел точь-в-точь на том самом месте, где его оставила машина бывших хозяев. Он не реагировал на аппетитные запахи еды, на шум проезжавших мимо автомобилей, на ласковые голоса чужих людей. Когда к нему аккуратно приблизились, он даже не поднял головы. Пес ждал. В его искреннем собачьем понимании мир не мог рухнуть просто так, без причины. Он верил, что вот-вот заурчит знакомый мотор, откроется дверца, и родные руки заберут его обратно домой. Когда девушка-волонтер аккуратно накинула ему на шею мягкий поводок и попыталась осторожно приподнять, босс поддался без малейшего сопротивления, но с полным, абсолютным равнодушием к происходящему. Для транспортировки крупного пса приготовили специальные переноски для собак, но ему было абсолютно все равно, куда его везут и что с ним будет дальше. На снимке, сделанном в тот самый первый день в приемном покое приюта, молодой пес выглядел так, будто скитался по грязным подворотням уже как минимум с 10 лет. Он улегся на подстилку, уткнулся носом в самый угол стены и отвергал любые попытки его расшевелить. Еда и вода сутками оставались нетронутыми. Фотографию босса вместе с его короткой, но больной историей выложили на официальной страничке приюта в социальной сети. Без громких призывов и громких лозунгов, просто пару честных, искренних строк о том, как легко ранить и растоптать того, кто любит тебя больше своей жизни. Реакция интернет-сообщества оказалась оглушительной. За первые же сутки публикация собрала тысячи репостов и сотни сочувственных комментариев.
Телефон приюта буквально разрывался от звонков. Люди со всего города беспрестанно спрашивали, как чувствует себя пес, можно ли приехать, чем помочь и как забрать его себе. В наше жестокое, прагматичное и суетливое время, когда новости каждый день полны негатива, история глубоко преданного и растоптанного пса отозвалась болью в сердцах огромного количества незнакомых людей. Приют быстро превратился в место настоящего паломничества. Люди привозили качественные корма, теплицы, лекарства, удобные подстилки и самые разные игрушки. Но самое главное, они привозили свое человеческое тепло. В комментариях под постом развернулась целая лента искренней поддержки. Те, кто приходил навестить пса лично, позже писали свои эмоции и тяжелые впечатления. Трудно смотреть в глаза животному, которое полностью потеряло смысл своего существования. Многие стали делиться собственными историями из личного опыта. Оказалось, что вокруг живет очень много людей с действительно большими сердцами. Многие из них уже проходили этот сложный путь, бережно день за днем по крупицам возвращали веру в человечество, спасенным с улицы или из приютов питомцам. Это были реальные истории со счастливым концом, и они давали волонтерам огромную надежду. Проходили дни, бесконечная забота работников, тихий ласковый шепот, бережные прикосновения и колоссальное терпение постепенно делали свое благородное дело. Босс начал осторожно поднимать голову, когда кто-то входил в его комнату. Затем, спустя почти 2 недели, пес впервые едва заметно вильнул кончиком хвоста в ответ на доброе слово. Лед в его замерзшей душе наконец-то тронулся. Однако тяжелый опыт предательства никогда не проходит бесследно. Постепенно приходя в себя, босс проявил одну очень важную и сложную черту своего характера. Он стал невероятно трепетно и ревниво относиться к вниманию своих людей. Пес полностью оттаял, снова показал свой высокий интеллект, безграничную доброту и удивительную верность. Но категорически отказался делить любовь человека с кем-либо еще. В нем навсегда поселился страх. Если рядом появится кто-то другой, его снова могут забыть, отодвинуть на второй план и выставить на холодную улицу. Стало окончательно понятно, что босс не сможет ужиться в семье, где уже есть другие домашние животные. Ему нужен особый дом, где он станет единственным любимым четвероногим членом семьи, где вся нерастраченная человеческая нежность перейдет только ему, а он отдаст ее взамен без остатка. Существует устойчивое мнение, что добро спасет наш мир. Возможно, так оно и есть. Ни у кого не получится спасти абсолютно всех, ведь даже Бог не вмешивается в каждый выбор человека, оставляя нам право поступать по совести или по жестокости. Но творить хотя бы маленькое добро, посильное, ежедневное, незаметное для больших выпусков новостей, критически важно и нужно каждому из нас. Нельзя позволять себе черстветь, становиться жестокими и равнодушными, какими оказались бывшие хозяева этого пса. В противном случае мы просто потеряем свое человеческое лицо. Сегодня босс все еще живет в приюте и ждет. Но он больше не смотрит в глухую стену. Его умные глубокие глаза снова внимательно следят за входящими в дверь людьми, но теперь в них нет прежнего отчаяния, только тихая, светлая надежда. Тот человек, который решится открыть для него двери своего дома и своего сердца, никогда об этом не пожалеет. Он получит не просто собаку, а самого надежного защитника и преданного друга, который уже знает цену настоящей любви и никогда не предаст. И этот простой шаг обязательно изменит к лучшему один маленький мир, который когда-то чуть не рухнул окончательно.